Россия и Азербайджан не должны быть союзниками. Вот в это многие на самом деле верят. И по мере того, как происходит сближение России и Азербайджана, не только формальное, но и реальное, мы все чаще встречаем противодействие этому. Причем противодействие это не всегда бывает политическим, каким-то культурным, вежливым, уважительным. Ну вот знаете, как соревнование двух политических сил или двух политических векторов. Иногда это состязание становится совершенно беспардонным и, ну скажем так, мерзким. Вот об одном примере вот этого противостояния мы сегодня с вами и поговорим. Это Алексей Наумов и шоу «Разбор». Оцените фабулу дела, которую распространяют в Телеграме и в других социальных сетях буквально злодеи и враги России и враги Азербайджана. Что они говорят? В Московской финансово-юридической академии произошел интересный случай. Несколько людей завернулись во флаги Азербайджана, бегали по коридорам и призывали, скажем так, убивать государствообразующий народ Российской Федерации, то есть этнических русских, и кричали «Аллаху Акбар», славили, соответственно, Господа. Странная история, да? Вы не находите? В общем, что было на самом деле? На самом деле в Московской финансово-юридической академии действительно проходили какие-то вот состязания, да, испытания, значит, студентов, студенческих команд. И действительно, некоторая часть студентов на волне такого патриотического подъема завернулась в флаги Азербайджана, бегала по коридорам и кричала «Яша сын Азербайджан». Но как бы ничего страшного, да, ну, бывают разные способы поддержки своих, и иногда они вот бывают такие совершенно спортивные, карнавальные и так далее. И большого скандала из-за этого было не сделать. Что придумали наши с вами недруги? Они выложили в интернет ролик, на котором, значит, проигрывался вот этот ролик с студентами-азербайджанцами, но не сам ролик, а этот ролик демонстрировался на мобильном телефоне. И этот самый телефон снимался с другого телефона. То есть понятно, да? Качество плохое, звук искаженный, ничего не слышно, ничего не понятно. Но к этому ролику шло очень хорошее текстовое описание, где фраза «Яша сын Азербайджан», которая не была слышна, потому что качество плохое, да, один телефон снимается на другой телефон, в общем, эта фраза была не слышна, текстом было написано, что на самом деле там призывают резать русских и кричат «Аллаху Акбар». Вот такие, мол, посмотрите, эти азербайджанцы лютуют тут в Москве, пока, значит, российское общество к этой угрозе совершенно равнодушно. И что интересно, этот ролик, откровенно лживый, откровенно манипулятивный, распространили довольно крупные каналы, не разобравшись, не поняв, в чем дело, не проверив информацию, а буквально вот этот мусор сожрали и своим, значит, читателям скормили, да, без всякого к ним уважения. Ни один из них не задумался. Ну, довольно странно, да, представить себе, что, значит, какие-то азербайджанские студенты будут бегать по аудиториям, по коридорам и кричать «Аллаху Акбар». Довольно странное, согласитесь, было бы поведение. Уж тем более призывать кого-то резать, значит, и при этом неуважительно их называя. Но никого это не остановило, скандал поднялся, уже чуть ли не в какой-то следственный комитет было подано обращение, и скандал буквально возникший на пустом месте. Кому это может быть выгодно? И вот мне кажется, что рассуждения об этом помогут нам с вами выйти на, собственно, тех самых интересантов, которые вот этим всем и занимаются. Ну, конечно, самый, значит, тут очевидный такой вот очевидный злодей — это какие-то такие реакционеры-консерваторы, которые хотят сделать из России какое-то вот московское царство, чтобы всех, значит, выгнать, все коренные и некоренные народности и так далее. И правда, на первый взгляд, если посмотреть, то каналы, которые распространили это видео, действительно соответствуют такому описанию. Но есть и другие возможные, что называется, выгодоприобретатели. Российская Федерация в данный момент находится в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. Не только с Украиной, но и с ее спонсорами. И мы понимаем, что значительную долю по информационной вот обработке, по информационному противостоянию России оказывают спецслужбы и их добровольные союзники из соседней с Россией страны.
И если обратить внимание, то очень часто как раз вот эти вот атаки проходят по линии межнациональных отношений между русскими и другими коренными народами Российской Федерации. Специально как-то монтируются, передаются ролики, и потом используется накачка для того, чтобы народное единство внутри Российской Федерации каким-то образом нарушить. Есть еще одна возможная страна. Мы с вами понимаем, какая другая страна заинтересована в том, чтобы между Россией и Азербайджаном, между русскими и азербайджанцами не было нормального взаимодействия. Страна, которая, очевидно, винит во всем всегда Азербайджан, ну и еще заодно винит теперь и Российскую Федерацию, которая вынуждена была, видимо, должна была за них каким-то образом воевать. Я что хочу сказать. Здесь очень важно понимать, что Россия огромная, большая страна, и действительно не всегда находится внимание у власти комментировать какие-то выплески, скажем так, в Телеграме или в других социальных сетях. Но хочется верить, что к этому вопросу внимание будет привлечено, потому что и азербайджанские медиа об этом писали, у меня брали комментарии на этот счет. Да? То есть действительно это больное место, в которое ударили те, кто хотят подложить свинью российско-азербайджанскому сотрудничеству. И я уверен, что чем теснее будут отношения России и Азербайджана, чем большим смыслом будет наполняться та самая декларация о союзническом взаимодействии, чем сплоченнее станут ряды России и Азербайджана на мировой арене, тем больше будет таких вот специальных информационных операций осуществляться. Я уверен, что мы увидим и подобные ролики в отношении русских, что якобы, значит, русские в Азербайджане как неуважительно себя ведут, плохо относятся к Азербайджану, оскорбляют его и так далее. Вот наши с вами недруги знают, куда бить. И наша с вами задача, опять же, вот на эту ерунду не поддаваться и привлекать как можно больше внимания к этому силовых следственных структур, да, комментарии по линии различных министерств запрашивать, потому что такому рода противодействию нужно давать ответ, потому что когда у вас государства сближаются, а между народами пытаются вот эту вот какую-то провести разделительную линию, этому надо противодействовать. И это задача нас с вами, в том числе тех людей, которые способны отличить правду от вымысла и фейк от нормальной новости. Так что, друзья, давайте вместе соблюдать информационную гигиену и пытаться привлечь к ответственности тех, кто пытается нас с вами накормить буквально информационным дерьмом. С вами было шоу «Разбор». Меня зовут Алексей Наумов. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, и также на мой телеграм-канал «Внешпол». Спасибо, увидимся через неделю.